Друзья, всем привет! Наверняка при постройке вашей копийной модели вы замечали, что чего-то не хватает для полноты картины. И сегодня я вам расскажу, что будет этим финальным штрихом. Сразу скажу, что это видео будет полезно не только новичкам в моделизме, но и более опытным коллегам. Вы знаете, мне всегда в видео режет глаз, когда едет красивая модель, действительно копийная. Все это отлично снято, на прекрасном пейзаже. Но тут оператор делает крупный план модели сзади, и там нет выхлопной трубы. Так дело не пойдет, мы будем это исправлять. Погнали! Из материалов нам понадобится то, что валяется буквально у нас под ногами. Наша любимая тормозная трубка, кусок мангала, ножницы по металлу, припой и паяльник. Прежде всего нам нужно определиться с тем, какой формы будут банки, как будет идти выпускной тракт по раме. И для этого лучше всего посмотреть фотографии настоящих глушителей в интернете. Определившись с вышеперечисленными пунктами, начинаем с самих банок. Сначала вырезаем боковые стенки. Не забудьте просверлить отверстие под трубку, так как маленький лист будет очень неудобно держать. Вырезав заготовки, измеряем длину окружности с помощью листа бумаги и оставляем припуск в 2-3 мм. Дальше объясню зачем. Размечаем лист мангала под желаемый размер заготовки и вырезаем. Очень круто, если у вас получится подогнуть края листа со стороны стенок так, чтобы получилось как будто бы завальцовка. Помните, мы сделали небольшой запас по длине? Он нам понадобится для имитации нахлёста листа. Делаем небольшую ступеньку, желательно не под прямыми углами с помощью листа гиба. У меня он самодельный, и видео о его изготовлении вы можете посмотреть по подсказке в правом углу экрана. Заготовку загибаем по форме боковых заглушек с помощью трубок или других любых доступных вам способов. И главное, не торопитесь, постоянно примеряйте одну деталь к другой, чтобы все соответствовало. Откладываем заготовки в сторону, берем трубки и гнем ее так, как мы хотим, чтобы проходил у нас выпускной тракт. Постарайтесь сразу продумать, как вы в дальнейшем будете устанавливать выхлопную систему на модель. Если вы понимаете, что это будет не так просто, постарайтесь сразу прикинуть место разъема трубы. Если вы уверены, что все подогнали как следует, можно возвращаться к банке. Припаиваем фланцы на трубку и не забываем об ориентации фланца относительно всего выпускного тракта. Ну и по сути нам осталось все это собрать воедино.
Вот такая выхлопная у нас получается, но сама по себе она не может существовать, а значит нам надо закрепить ее на раму. Делаем кронштейн из скрепки или любой другой подходящей проволоки и припаиваем на раму. В качестве соединительной резинки можно использовать кусок камеры от велосипеда. Поздравляю, теперь у вас плюс 50 очков к внешке вашей модели. И отличная возможность копийно оторвать выхлопную на покатушке. Спасибо всем за просмотр и помните, в кастомайзинге главное это